Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на февраль 2023 года. Сегодня будем работать с очень интересными колодами. Колода из рождественской коллекции лимитированной Bastet Таро, а также Epic Light Lenormand. Эти инструменты сегодня буду использовать в работе. Мы с вами оценим общие позиции, а именно работу, финансы, здоровье и личную жизнь. Посмотрим общие энергии этого месяца, а также рекомендации от карт для вас на этот период. Ленорман нам раскроет неожиданность февраля. Итак, общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами. Они хорошо видны. Мы с вами приступим. Итак, общая энергия месяца у вас ложится туз пентаклей. Но что можно желать еще большего и лучше? Потому что эта карта всегда символизирует новое начало, новые возможности, дар богов. Это сама по себе карта, которая говорит о том, что вы под защитой, вам сопутствует удача. И все ваши начинания, которые вы себе запланировали, они будут осуществляться с легкостью. Но не зря, во-первых, узлы Раху и Кету меняют знак, они входят на линию, на ось Овен, Весы, поэтому и у вас это будут кардинальные и знаковые перемены. Безусловно, данная карта, она многогранна, и новые начинания и успех может сулить в любой из сфер. Мы же точечно посмотрим и проясним, в какой именно. Слушайте, два туза к ряду, туз пентаклей, туз мечей. И здесь это все, что касается документов, лицензий, получение каких-то справок, разрешения, получение дипломов, сертификатов. Для кого-то просто значимое и выверенное решение. Ну вот и вы, допустим, длительный период колебались, сомневались, не знали, какое направление выбрать, да, какие решения принять. Тут, знаете, информация, которая придет к вам свыше, которая вам позволит достичь чего-либо, не прилагая усилий. Два туза в связке – это всегда вопрос удачи. Это когда вы находитесь под покровительством высших сил, и вам действительно, знаете, вас ведут по жизни и помогают в решении каких-то вопросов. И если же мы посмотрим вопросы работы, пятерка мечей. Пятерка мечей здесь несколько нерабочая карта, сейчас объясню. У некоторых из вас может быть отпуск, не дай бог, конечно, это может быть больничный лист, но в целом сам по себе аркан – это, знаете, как желание завершить старые процессы и уходить в новые. То есть для кого-то, допустим, увольнение с текущей работы, переход на другую, или переход на вольные хлеба, или просто переход в новую должность. Как следствие, вы прощаетесь с прежней должностной инструкцией для того, чтобы окунуться полностью в новые задачи. Мы сейчас будем прояснять этот аркан для каждого из вас. В первую очередь смотрим информацию для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может. Здесь у нас падает карта отшельника. Ситуация, которая говорит о том, что люди находятся на социальном попечении, то есть это пенсии, субсидии, дотации, новых источников дохода здесь не предвидится, но тем не менее ситуация является для вас стабильной. Базовые потребности закрыты и ощущаете вы себя более-менее комфортно. Если же вы у нас в статусе соискателя, обратите внимание, четверка чаш. Идет некоторое такое выгорание, потому что то, что вы искали, вы не нашли. То есть ту нишу, либо ту сферу, в которой хотели бы себя раскрыть и реализовать. Поэтому данные арканы говорят о ситуации, что у вас может быть желание, потребность действительно работать на самих себя, может быть, открыть какое-то дело, либо чем-то заниматься. Ну, допустим, вы узкопрофильный специалист, вы можете принимать там как на дому, так и, допустим, где-то арендовать помещение, офис и начать, допустим, работать. Будь то вы там мастер, парикмахер, стилист или, не знаю, занимаетесь хендмейдом. Потому что четверка чаш – это как разочароваться в поиске того места, где вам будет комфортно. Соответственно, это желание создать его самостоятельно. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей – это карта работы, карта прорыва. Но в данном случае, повторюсь, это будет как прощание с текущей должностью, переход на новую должность. И для тех, у кого свой собственный бизнес,
Паж жезлов. Паж жезлов – это любопытство, это мотивация, это стремление, это достижение успеха и результата. То есть ваши энергии, которые вас будут направлять на поиск совершенствования вашего дела, на ситуацию, когда вы будете изучать потребности вашей клиентской базы, может быть, проводить соцопросы, может быть, просто какое-то там скрытое тайное анкетирование, потому что здесь понять и осознать, чем живет ваш потребитель, как улучшить свой сервис и как действительно увеличить свои продажи. Если мы будем смотреть вопросы финансов, здесь у нас ложится король мечей. По королю мечей это стабильный заработок, это официальный доход, но здесь карта, которая говорит о ситуации, что вы можете закрывать долговые обязательства, если таковые у вас имеются. Допустим, выплачивать кредиты, закрывать какие-то суды, рассрочки, то есть что-то гасить. И здесь, опять же, здесь такой выверенный подход. Сопоставить доходы с расходами, понять, где у вас, так сказать, идет утечка ресурсов. Либо если, допустим, вы зарабатываете недостаточно, это, знаете, как сесть и поразмыслить, где вы можете для себя найти дополнительный источник дохода. Но здесь какой-то мега прибыли в феврале не ждите. Ситуация стабильна, но она вас, знаете, как толкает к принятию решений, к поиску улучшения качества и условий труда и к поиску новых источников дохода. Если мы смотрим вопросы здоровья, здесь у нас ложится рыцарь жезлов. Ну, рыцарь жезлов сам по себе аркан, который говорит о ситуации стабильности. Это прекрасное эмоциональное, физическое самочувствие, ментальное самочувствие. Только единственное, что берегите свои связки, чтобы не было растяжений, чтобы там не подвернули где-то ногу. Особенно если вы увлекаетесь активными видами спорта, любите зимние виды спорта, будь то там катание на коньках, на лыжах и так далее. Здесь просто нужно очень осторожно и аккуратненько относиться к своим ножкам. Личная жизнь. У вас здесь ложится аркан дьявол. Дьявол — это у нас, знаете, как карта искушения. И помимо всего прочего, кто-то может здесь идти на сделку с совестью, у кого-то будет искушать ситуация, кто-то будет находиться в созависимых связях, а кем-то может овладевать новая вспышка страсти. Смотрим, как у вас будет по факту. Итак, анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто свободен, девятка пентаклей. Но здесь это может быть желание поставить чувства на финансовые рельсы, потому что желание находиться может быть и в созависимых отношениях, но в качестве альфонса либо содержанки, потому что здесь ситуация расчета, она будет для вас более превиалирующей, нежели желание чувств. Здесь это желание, как получить максимум за счет партнера или партнерши, выжать максимум ресурсов. Потому что здесь кто-то, может быть, разувериться в чувствах или разувериться в любви. Поэтому и у вас будет такое стремление. Ну, знаете, как раз не везет в любви, значит, повезет в какой-то другой стезе. И будет потребность и стремление найти себе очень такого самодостаточного партнера или партнершу. Если вы у нас в любовных треугольниках, то дьявол и четверка мечей. У некоторых из вас здесь будет потребность как заморозить или приостановить отношения, в которых вы полностью погрузились или в которых вы являетесь одержимыми. Почему? Потому что осознаете, что, допустим, нет перспектив роста в этом союзе, либо нет перспектив развития, или же, ну, это в единичных каких-то случаях и ситуациях. Если вы выявили, что на вас есть какого-либо рода привязки, то желание во всем этом поставить паузу и эту ситуацию приостановить. Если вы у нас в стабильных связях, то дьявол и рыцарь мечей. Здесь могут быть острые либо конфликтные ситуации относительно созависимых моментов вашего партнера или партнерши. Сейчас объясню. Ну, например, если ваш партнер или партнерша чрезмерно увлекаются алкоголем, табакурением, там, игромания, там, не дай бог наркомания, или расстройство пищевого поведения, либо есть просто эмоциональная зависимость от кого-либо, там, от матери, от отца, от брата, знаете, то есть тут это желание разорвать эту пуповину, избавить человека от этих созависимых моментов, которые привносят разлад в ваш союз, в ваши отношения, ну и как следствие не ведут к чему-то позитивному. Еще дьявол и рыцарь мечей — это просто, знаете, как
скрытая агрессия, либо недовольство, которое накапливалось по отношению друг к другу, но она как может выплеснуться, вылиться. В этом есть свой как бы позитивный момент. Почему? Потому что у вас ведущий арканы туз пентаклей, туз мечей, знаете, как вопрос обновления, отсечения старого. Поэтому здесь вы можете проговорить какие-то конфликтные моменты, которые длительный период отравляли ваши отношения, но постараться от них избавиться. В плане совета у вас здесь ложится двойка пентаклей. Все-таки сохранять баланс, пытаться лавировать, подстраиваться под обстоятельства, под ситуации. То есть делать так, чтобы все-таки, несмотря на какие-то перипетии, на сложные моменты, вы себя комфортно ощущали в любой ситуации, в любом движении. Сохранить покой в хаосе. Вот это ваша основная задача. Поэтому не пренебрегайте ей. И если смотреть в целом, опять же, двойка пентаклей – это еще поиск альтернатив. В плане работы, в плане хобби, у кого-то даже в плане построения взаимоотношений, то есть найти для себя альтернативный союз, если текущий, допустим, вас не устраивает. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность периода, какова здесь будет ситуация. Так, развилка, ключ. О, и кольцо. Какие у вас интересные выпали арканы. Но колода у вас мужчина. Ну, перво-наперво, естественно, здесь у вас на повестке дня стоит вопрос ключевого выбора. С кем выстраивать отношения. Конечно же, речь идет о личных отношениях, то есть это выбор партнерства, построение союза. Это первое, но не всегда они для всех актуальны вопросы личной жизни. Это может быть и вопрос выбора, с кем подписывать деловые соглашения, чей контракт принять, кого брать в бизнес-партнерство, в планирование. Или просто с кем, говорю, водить дружбу, с кем расстаться. Потому что развилка – это вот выбор, кольцо и ключ – это для вас новые, продуктивные, перспективные отношения, перспективная дружба, перспективные знакомства, которые вас выведут на новый уровень. И более того, ваше решение, ваш выбор будет верным, будет значимым, и многое в вашей жизни поменяет в позитивном ключе. Поэтому, мои хорошие, пусть так и будет. И расклад я вам так и закрою двумя тузами, чтобы отыгрались для вас только благоприятные моменты. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как для вас отыгрался данный расклад. Ну или, возможно, не отыгрался. Потому что для меня важна обратная связь, она важна для продвижения канала. Поэтому, если видео полезное, делитесь им с друзьями. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.